Привет, друзья, Миран на связи. Что ж, продолжаем обзор новинок ушедшего августа. Пришло время удовлетворить ваши убедительные просьбы. Fear Factory G-Nexus. G-Nexus — это 10-й студийный альбом Fear Factory. Его релиз состоялся уже больше месяца назад, и свое мнение на его счет уже высказали все, кому не лень. Так что появление этой команды в МММ обусловлено тем, что вдруг вы вообще не слышали про Fear Factory. А ведь... Это знать надо! Это классика, блядь! Дина Казарес и Бертон Белл вместе с парой недавних новоприбывших выжили из бренда Fear Factory наилучшую музыкальную составляющую. Вроде бы и копипаста самих себя, но не самая плохая. Баланс между быстрыми тремоло-партиями и атмосферными припевами с чистым вокалом выдержан грамотно, без перевеса в какую-либо сторону. На мой взгляд, что бы Fear Factory ни делали, все равно их самой прослушиваемой песней останется Zero Signal, ввиду нашей тотальной тяги поностальгировать по былым временам. Так что, как это ни прискорбно, складывается впечатление, что G-Nexus — это если не пик творчества группы, то где-то очень близко. В случае чего Казарес, думаю, не побрезгует возродить Divine Heresy, и скоростное молотилово не перестанет поступать в наши уши. Далее поговорим о втором альбоме проекта Туомаса Саукконена Volkhat под названием Shadow World. Пару лет назад, когда Туомас Саукконен внезапно распустил все свои группы и занялся дебютником Winterborn для своего нового проекта Volkhat, я подумал, что за банальные названия. В итоге из-под его пера вышел отличный МДМ, полностью записанный Томасом, что весьма поразительно, но некоторый след первых впечатлений все равно оставался. А вот новый альбом Shadow World, хоть и продолжил парад дошкольных метал-тайтлов, тем не менее на 100% убедил в профессионализме и серьезности намерений уже сформировавшегося коллектива. Второй альбом Volkhat получился чуть более скоростным, нежели дебютник. Видимо, не зря Томас скинул с себя обязанности по записи некоторых инструментов. Коллективам работать над таким не сильно замороченным узлом как-то попроще. Но несмотря на всю эту скорость и бластбиты, аранжированный материал весьма атмосферно, с небольшим налетом думовости. Вкатит всем любителям хорошего МДМа на стыке финской и шведской школ. Несмотря на небольшой возраст нашей ММ-месячной рубрики, некто Бьорн Стрит уже появлялся у нас в составе Disharmonia Mundi, и сейчас настал черед его основной команды Soilwork и их нового альбома The Right Majestic. Soilwork
Soilwork играют с 96 года и воспитали на своей музыке уже много РДМшных музыкантов. The Right Majestic для них тоже 10-й альбом, но вот у них видны изменения от альбома к альбому. Изменения эти не очень глобальные, но тем не менее. Начинали они с очень агрессивного мелодик дэта, а сейчас звучат куда мягче. В музыке чувствуется металкор, грув. В общем, понемногу эволюционируют, стараясь держаться на верхушке рынка. Музыканты, тем не менее, радуют техничным исполнением. Дирк Верберен высекает за всю хурму, несмотря на общее облегчение материала. Ну и, конечно же, Бьорн Стрит. Просто красавец. Конечно, контракты с крупными лейблами не позволяют группе работать над альбомом исключительно так, как хотят музыканты, но и они же позволяют группе работать как можно дольше. Так что я в редких случаях позволяю себе высказывания в стиле «ну все, они скатились». Скорее я говорю «хорошо, что они еще не сдулись». Да и лейблы, если это не Universal или Sony Music, на мой взгляд, поступают вполне демократично. Например, распихивают неблагоугодные треки в дополнительные издания. Кстати, на новом альбоме Soilwork в диджипаке в бонусах лежит трек of Hollow Dreams, который вполне в духе старых работ коллектива. И что мы имеем в итоге? Стрельбообразная качалова от Fear Factory, идеальный МДМ без претензий на оригинальность от Wolfhouse, и мы все еще можем надрать вам задницу Metal в 10-м альбоме Soilwork. И последнее предупреждение. Буквально завтра состоится концерт Эльшторм в Москве, так что если ты хоть раз в жизни пил ром, говорил яр или брал кого-то на абордаж, ты просто обязан там побывать. Встречаемся 19 сентября в клубе Вольта. Понравилось видео? Ставь лайк. Любишь тяжелую музыку? Подписывайся на наш канал на ютубе, у нас ее много. Ну и нажимай на кнопку «Рассказать друзьям», чтобы еще больше людей узнало о крутых альбомах. С вами был Миран. До связи.